Здорово, народ! Я сейчас расскажу вам, в чем один из приколов быть блогером. Ну, это понятно, что ты зажратый, что тебе платят непонятно за что у тебя есть рекламодатели. Это все понятно. Я не об этом. Зажрался, отписка, вот это вот все. Ну, конечно, много всяких фишек и геморройных быть блогером. Нужно все время придумать что-то новое, нужно общаться с аудиторией, с большим количеством людей. Нужно постоянно поддерживать уровень какого-то хайпа. Но один профит неочевидный заключается вот в чем. Ты можешь легально, будучи взрослым человеком, творить полную ересь и называть это экспериментами. То есть, например, когда тебе 13 лет, то ты можешь взять петарду, запихать ее под ведро, взорвать, ведро взлетит, и ты такой, ха-ха-ха. Но когда тебе 30 и за 30, и даже, наверное, уже 25, да, наверное, уже даже 18, ты не можешь себе позволить такое делать. Понимаете, о чем я? Ну, то есть, тебе скажут, ты великовозрастный дурачок. Так вот, если ты кулинарный блогер, ты можешь все что угодно, полную ересь творить из интереса и говорить, ну это эксперимент. Сегодня я сделаю стейк в тандыре, мы уже делали стейк в тандыре, но сейчас я постараюсь сделать его правильной прожарки с идеальной корочкой. И вы скажете, какой в этом смысл? Тандыр не дает запаха копчености. В чем профит? Тандыр нужно разжигать. Ты потратишь огромное количество дров. Зачем это все нужно? А я вам отвечу. Это эксперимент. Не заметили ничего нового? Ну, вы знаете, вот эти вот супер крутые часы на моей руке. Да-да, это легендарные часы Полис. Да-да, именно эта марка получила сумасшедшую популярность после выхода культового фильма «Люди в черном». В разное время посланниками марки выступали абсолютно разные люди. Ну, знаете, обычные, типа Брюс Уиллис, Джордж Клуни, Дэвид Бекхэм и Антонио Бандерас. Сегодня бренд Полис, как и в самом начале своего появления, ассоциируется с движением, свободой и яркой индивидуальностью. А приобрести эту и тысячи других моделей вы можете у наших хороших друзей старого проверенного магазина alltime.ru. У них самый полный ассортимент и самые свежие новинки здесь и сейчас по самой лучшей цене. Alltime номер 1 в России в часовом сегменте и входит в топ-лидеров по ювелирным украшениям. Ребята настоящие эксперты в часовом и ювелирном бизнесе. Кстати, совсем скоро Черная пятница, и ребята готовят просто нереальные скидки на часы вашей мечты. Переходите по ссылке в описании и выбирайте часы для себя и для своих близких. На самом деле, когда я говорю эксперимент, я немного лукавлю, потому что я вчера все попробовал. На самом деле у меня не получилось, но сегодня точно получится. Итак, у нас есть вот такой вот здоровенный стейк-ковбой. Ну, а точнее, это скорее томагавк, наверное. Так, это ковбой или томагавк? На нем, кстати, должно быть написано. Да, это томагавк. Ну, ковбой и томагавк — это одно и то же, просто кость либо короткая, либо длинная. Здесь, видимо, достаточно длинная, чтобы продажники решили назвать его томагавком. Фишка, что у него есть кость, фишка, что он мраморный, он сочный и он толстый. То есть он действительно толстый. И когда я говорю толстый, я имею в виду, ну, 3 пальца или типа того. Ну, кстати, вы можете посмотреть, что такое последствия игры с пушистым пидором. Температура в тандыре будет очень высока, но тема в том, что она будет все-таки не так отдавать тепло, как это сделает сталь или, например, масло. Поэтому корочка за 15 минут, которые мы будем запекать там стейк, я все посчитал, 15 минут, сделал правки, типа вчера делали 12, но вышло сыровато немножечко, будем делать 15. Так вот, даже за 15 минут корка будет не мега крутая, если ее не подсушить. То есть вы должны понимать, что теплоотдача, теплоемкость у воздуха, даже у которой температура там 400 градусов, не так высока, как у масла. Поэтому делаем вот что. Мы промакиваем стейк, и, можно сказать, делаем сухое маринование. То есть мы сушим его поверхность солью. Смотрите, как мы это делаем. Мы делаем вот так, кладем стейк сюда и засыпаем солью. Мы, само собой, ее потом стрясем. Стейк толстый, он не пересолится. Вот так оставляем где-то на 15-20 минут. И угадайте, что же мы будем делать, пока у нас стейк сухо маринуется и просаливается? Тандыр пора разжигать. Самое прикольное, что для разжигания тандыра не нужно ничего уметь. Просто заваливаем туда как-то дрова. Этого мало, кстати. Просто берем парочку больших охапок дров, и когда они полностью прогорят, останутся только немножко малиновые угли,
И супер белые стенки прогоревшего тандыра, это, кстати, самое главное, прогоревшие стенки. То есть сажа на стенках должна сгореть от температуры. Это значит, что для нашего стейка температура нормальная. То есть, как вы поняли, если у нас будет мало градусов в тандыре, то есть, например, 260, нам 260 мало, нам нужна корочка на стейке буквально за 15 минут. Но я заметил, что аккуратно все это выкладывать вообще не обязательно. Жар в тандыре и тяга такие, что все прогорит в любом случае. Все, я думаю, что даже с перебором немножко, ну да пофиг. Когда в тандыре практически все прогорело, то есть, ну, там еще есть языки пламени, но прям таких целиковых дровин нет, можно накрыть все это дело крышкой, чтобы оно там потомилось еще минуточек 40. Проблема в том, что сейчас там очень много угля, и мы же не можем прямо на уголь повесить стейк, чтобы он касался угля. Нам нужно, чтобы жар шел с боков, иначе он снизу подгорит, и это будет отстойно. Ну и вы, наверное, спросите, зачем тебе на столе вот этот шуруповерт? Объясняю, как же нам это подцепить в тандыр? Ну, сначала давайте стрясем соль, посмотрите, сколько вышло влаги, то есть соль влажная, и это значит, что поверхность у нас будет более сухой, уже даже видно, что стала более сухой. Ну а все лишнее мы просто так стрясаем. Так что сделаем отверстие. Так. Пошла оса, пошла. Я не этот самый, не еда. Также, чтобы стейк был не совсем такой висюлькой, потому что, видите, он как бы такой отвисает, становится тоньше. А я предполагаю, что 15 минут для толстой части нужно. Так что я его вот так возьму и обвяжу. И затяну. Вот теперь он не провисает, такой плотненький. Хотя, я не знаю, нитка может и сгореть. Хорошенечко поперчим, потому что стейк толстый. А немного оливочки и немного перца. Пойдем посмотрим, что там с тандыром. Аккуратно, крышка уже горячая, поэтому используем перчаточки. Смотрим, что внутри. Ну, уголь, но уже языков пламени нет. Разгребаем немножечко уголь в стороны. Ну и чтобы капающий сок стейка не капал прямо на уголь, туда запихаем маленький противень. Он не особо чистый, да и пофиг, на нем мясо не будет его касаться. Вот так. Так, навешиваем. Пропускаем проволоку через отверстие. Так, у меня руки в саже, но это ничего. Берем крестовину тандыра. И тут много ума не надо. Берем и закручиваем это дело вот так. Вот тут нагрузки особо никакой. 3 раза мотанули и все, собственно. Заталкиваем внутрь. И сразу же все запаковываем, чтобы не было доступа кислорода. То есть, вот, горячо. Закрываем. Сверху закрываем. Тут закрываем, перекрывая доступ кислорода. И поддув закрываем, мгновенно все это дело прекращая. А то, смотрите, видите, как только открываем, бэм, и там сразу жир начинает капать и гореть. Нам этого не надо. Вот, закройся. Привет, Сири. Поставь таймер на 15 минут. 15 минут и 0 секунд. Отсчет пошел. И хорошие новости, друзья мои, я облажался.
Вы помните, как я сверлил кость стейка? Я просверлил костный мозг. Я такой, блин, но он вроде достаточно плотный, и сверху кость немного сходится. Нет, спустя 10 минут костный мозг проплавился, стейк упал, начал гореть, и в итоге мы, конечно, его съедим, но он упал на уголь, начал гореть, кость у него отгорела вообще, поэтому делаем все, грубо говоря, еще раз. Только теперь сверлим нормально. Просто кость сверлить достаточно тяжело. Я такой, да ладно, просверлим костный мозг. Ага. Проволока просто прожгла весь костный мозг, и стейк упал. Ну, как бы, так как это эксперимент, я могу позволить себе на видео сказать, как я облажался. Я облажался, но ничего, у нас есть еще один стейк. Поэтому опять закладываем еще охапку дров. Одной закладочки хватит, потому что еще тандыр горячий, но все-таки уже начинает остывать. Ну ничего, эти быстро прогорят. Короче, еще раз подогреваем тандыр. Открываем еще один стейк, промакиваем еще один стейк, засаливаем еще один стейк. Опять убираем всю соль. И теперь сверлим уже в нужном месте, сквозь кость. Что ж, я думаю, теперь точно ничего не упадет. Опять затягиваем ниткой. Но я думаю, что в этот раз заложим, так как мы протопили его уже, считайте, 2 раза, ну, 1,5 раза тандыр, вот, то я думаю, что в этот раз мы на 13 минут туда засунем, а не на 15. Хорошо. Правдеподобно все сделаем. Все, теперь он никуда от нас не денется. Опять закладываем. Сразу же жир начинает капать и гореть. Поэтому опять все закрываем. Сразу же закрываем. И спустя 13 минут сразу же мгновенно заворачиваем его. Зачем мы его сразу заворачиваем? Затем, чтобы он у нас отдохнул, потому что внутри он еще сырой. А нам нужно, чтобы он был равномерный, чтобы соки разошлись. Если вы сразу его нарежете, вы увидите, что вы режете сырое мясо. Итак, прошло 10 минут. Момент абсолютно бесполезной истины. Кстати, вы зацените, реально, кость просто можно сломать руками, поэтому... А, нет, нельзя. Ну, в каких-то местах она горелая, но... Веревки тоже горелые, такой там был жар. С другой стороны, ну корочка есть. Народ, честно, корочка есть. Пригаренки. Давайте я его переложу и попробуем срезать с кости. Так, пока что все неплохо. Посмотрим, какая у нас внутри степень прожарки. Ну... Medium well. Вот, то есть разрезна есть, сочность есть. Для большинства людей такая прожарка будет идеальной. Хотя, наверное, чуть передержали. То есть можно было бы, в принципе, подержать и минут 12-11. Но, блин, смотрите, сочность осталась. Вот все розовое. Ну, конечно, блин, стейк за 5 кусков. Еще бы он не был сочным. Он до последнего будет пытаться оставаться сочным. Вот я тут нарежу этот кусочек. Вот такая степень прожарки. Пробуем. Это, друзья мои, просто мягчайший, нежнейший, офигенный стейк. Но, конечно, жар очень большой. Опять же такой меня снимает, а сам со стола тырит всякое. Неправда. Все-таки вот эти вот корки, вот эти вот краешки, не совсем приятные, немного горчат. Само собой мы все это съедим, само собой это божественно. Но какой можно дать вам совет? Зачем вам это надо? Я могу для себя данный эксперимент оправдать тем, что я проэкспериментировал, чтобы лучше понимать, как распространяется жар в тандыре, насколько пропекается мясо, при какой температуре. То есть для меня это, знаете, такое... Я получил новый навык, то есть я понял, сколько держать, при какой температуре, какой толщины мяса, как подвешивать. На самом деле, просто мне хотелось сделать такую фигню, и я сделал фигню. Но, честно говоря,
Хороший толстый стейк со сливочным маслом, розмарином, тимьяном и чесноком на сковородочке, сделанный по привычному, по 3 минуточки с каждой стороны и отдохнувший, все равно более вкусен, чем в тандыре. Тандыр штука прикольная, но, если честно, из абсолютно всех девайсов на даче он наименее используемый. Его долго разводить, долго делать, а применение у него одно. Ты туда что-то засунул, оно делается. Вот. При этом ты можешь, в любом случае, ты можешь накосячить. То есть слишком большая температура, слишком маленькая, он раньше остыл, поэтому по большему счету, когда меня спрашивают, типа, покупать ли тандыр, я говорю, я не знаю, нужен ли вам тандыр и будет ли какой-то толк. Как аксессуар, стоящий где-то в саду, да, почему бы и нет. Но как вот каждодневное использование, не знаю. Лучше купите себе хороший ростовой мангал. А с вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. И огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Не носи камеру над горячей херней. Она реально горячая. Всем пока.